Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее наше видео, оно будет отличаться от тех, которые обычно появляются у нас на канале. Дело в том, что во время моего отпуска в городе Алания в Турции мне удалось познакомиться с невероятным композитором Толегеном Мухамеджановым. И сначала я хотел сделать классический фильм в нашем формате, те фильмы, которые вы любите смотреть. Но мое решение изменилось, когда я познакомился с героем моего сегодняшнего фильма. Это невероятно талантливый, легендарный композитор и просто чудесный человек. Поэтому, друзья, ближайшие 1,5 часа, я думаю, что будут очень интересными для вас. Приятного просмотра! У вас прям пальцы не играют, они как будто плывут. Я же ее не играю же. Я играю, может, год назад играл ее. Очень редко играю. А в симфоническом оркестре она совсем по-другому звучит. В нашей серии фильмов о феномене казахов эта песня, она всегда начинает фильм. И у нас, когда мы поехали в Казахстан первый раз, в самолете Air Astana эта песня играла, когда мы показывали кадры Казахстан. То есть у нас она уже ассоциируется с Казахстаном. Я думаю, что как и у многих людей. Вы помните, как родилась у вас эта мелодия и как она появилась на свет? Вообще, конечно, на мой взгляд, это удивительная история. У нас раньше при Союзе композиторов был Дом творчества недалеко от Алматы, в Таутургене. Очень красивое место, потрясающие горы, там изумительное, в общем, место, где можно было и душой отдохнуть, и окунуться в мир природы. И недалеко от Дома творчества, в 2 километрах, был родник. И он считался как бы своего рода каким-то сокровенным местом. Рядом росло дерево, и к этому дереву обычно привязывали с какими-то надеждами какие-то платочки. И мы часто ходили туда воду пить. И один раз я был у родника, попил воды и шел обратно к себе в Дом творчества. Иду по дороге и вдруг решил почему-то побежать. Припрыжку, как в детстве. Вот это честное слово. Я так припрыжку бегу и вдруг начал напевать. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И родилась какая-то мелодия, она вот моментально вот она как бы прилетела откуда-то. Я прибежал к себе в коттедж, сел за инструмент и сыграл. И так родилась эта мелодия. Ну, она просто родилась, мелодия, я ее играл. И ко мне в Дом творчества приехал наш замечательный кинорежиссер Талгат Теменев. Он как раз снимал фильм «Волчонок среди людей». И мне говорит: Толеген, вот нужна тема для фильма, как ты? Я ему сыграл эту мелодию. Он говорит: вот она как раз и есть. Вот она имеет свою судьбу, каждая мелодия, она имеет свою судьбу. Вот у нее оказалась такая, на самом деле, очень счастливая судьба. Мне очень понравилась история, которую вы рассказывали, когда вы
проходили границы. Да. Но на самом деле друг мой, киргизский композитор Муратбек Бегалиев, замечательный композитор, он является человеком, который основал Киргизскую консерваторию, создал консерваторию и до сих пор является его в течение более 20 лет ректором. И на юбилей консерватории он пригласил меня в качестве гостя. И чтобы с пустыми руками не ехать, я сделал письмо от имени Сената, я был сенатором, от имени Сената подписал его председатель Сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, который сейчас является президентом нашей страны. Он подписал, я везу такое письмо, и на первом же пропускном пункте с казахской стороны останавливает, говорит, а где ваше удостоверение личности? Я кинулся, а оказывается, я не взял его с собой, у меня удостоверение сенатора. Я показываю удостоверение сенатора, ну и, конечно, я же все-таки сенатор, у себя в стране, это наш погранпункт. Ну, наши, конечно, пропустили меня. Ну, говорят, ну, у вас проблемы будут с киргизами. Ну и на самом деле, как мы приехали в киргизский погранпост, а мы вас, говорит, не пустим. Слушайте, ну я сенатор. Ну и что, вы сенатор в вашей стране, а вы у нас никто. Где ваше удостоверение? Ну, я говорю, ну, ребята, я забыл. Нет, все, не пускайте, все. И вдруг звонок на чей-то телефон, и звучит моя мелодия. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я в шоке Киргизии. А это, оказывается, телефон полковника, руководителя этого погранпункта. Ему звонят, и он поговорил по телефону, говорит, ну все, говорит, вас пропускаем. Я говорю, вы знаете, товарищ полковник, что у вас рингтон, ваш звонок, это моя музыка. Он, честно говоря, растерялся. Как это ваша музыка? Ну, да, говорю, это моя музыка, у вас звучит как телефонный звонок. И тогда они проводили нас до машины, взяли у меня автограф и благополучно, вот так вот, извинившись, проводили нас в Бишкек. Вы знаете, я любил музыку с детства. Впервые, наверное, за музыкальный инструмент меня папа посадил, когда мне было, наверное, 9-10 лет. Он дал мне в руки домбру и учил как играть как на домбре. Потом старший брат мой, Ирсаин, он дал мне в руки гармошку и начал обучать меня играть на гармошке, но у него не получалось, потому что мои пальцы не передвигались, и он мне дал оплеуху, я упал вместе с табуреткой. Это был первый урок в моей жизни, я плакал, так было обидно, он спортсмен, как шлепнул и ушел, мол, типа бездарь. А его шлепок, это моя щека, которая горела от его оплеухи очень сильно, они были моим первым уроком, и, наверное, дали своего рода импульс для того, чтобы я занимался. Я подумал, ага, ты меня наказал, но я научусь играть лучше, чем ты. Я на самом деле научился играть на гармошке, потом позже на баяне. Но это было как бы самоучительство. Сам себя как бы учил, ноты изучал. Но никогда не думал, что я буду профессиональным музыкантом. Я на профессиональных музыкантов, особенно на тех, кто мог играть на рояле, я вообще смотрел как на неких других людей с другой планеты, которые очень талантливые. Я никогда не считал себя талантливым, хотя я научился играть на баяне очень хорошо, играл концертные вещи. На самом деле, довольно на баяне стал как полувиртуозом, таким самодеятельным. А потом позже я научился играть на гитаре. Ну, гитара была очень популярной. Мы создали коллектив, я был руководителем коллектива. Мы выиграли областной конкурс в Семипалатинске и должны были поехать на республиканский конкурс в Алматы. И ребята мне сказали, Толикин, хватит твоей аранжировки нам, они вообще, говорят, уже устали от них. Давай, говорят, у нас там есть очень талантливый композитор Тимиржан Базарбаев. Вот ты пойди к нему и попроси, чтобы он нам взял аранжировку. Я пошел к нему, а для того, чтобы у меня был повод на встречу, я написал в ноты, положил некоторые свои мелодии и пошел к нему, чтобы показать, как я сочиняю мелодии. Он
посмотрел мои мелодии, а потом, когда я сказал, что нам надо аранжировку, он говорит: я аранжировки делать не буду, но ты способный парень. Давай я с тобой позанимаюсь, ты, оказывается, хороший мелодический дар у тебя. И потом я где-то месяц походил к нему и каждый раз носил ему новые свои мелодии. И потом он мне в один прекрасный день говорит: слушай, ты бросай все, что у тебя есть, все бросай. Езжай учиться в консерваторию, я тебе дам рекомендацию, ты талантливый парень, тебе надо учиться. А мне 25 лет уже. И вот он дал мне рекомендацию. Когда мы приехали в Алматы на конкурс, я с его рекомендательным письмом пошел в Союз композиторов, встретился с профессором Бычковым Анатолием Владимировичем. Он посмотрел мои мелодии, поиграл, потом говорит: о, вы талантливый, давайте будем сдавать экзамены. Ну, у вас образование есть? Я говорю: нет. И, короче говоря, он посоветовал мне подавать документы в консерваторию. Я пришел подавать документы, а мне говорят: а у вас же высшее образование. А я закончил педагогический институт, исторический факультет. Мы, говорит, принимать не будем, зато у вас нет музыкального образования, у вас даже музыкальной школы нет. Вы вообще безграмотные. Мы, говорит, вас не примем документы. А мне стало как-то: а как не примете? Ну, говорит, можно принять, если только разрешение министра образования лично даст разрешение, тогда мы вас примем. И я такой упертый по характеру, вот, пощечина, которая была, она мне дала большой урок. Упертый. Я пошел на прием к министру образования. Провинциальный парень, к министру образования республики. На прием. Я пришел к нему, говорит: а что пришли? Я говорю: вот, документы не принимают в консерваторию, я хочу учиться, у меня высшее образование. Ну хорошо, тогда пусть они принесут, то есть оттуда принесут мне ходатайство о том, что ты талантливый, я тогда дам разрешение. Я пошел сдавать экзамен, кафедра композиции принимает экзамен, я на баяне начинаю играть свои мелодии. Ну что еще буду играть? На баяне тогда я помню: говорит, способный парень. И говорит: мы будем ходатайствовать, чтобы вам дали разрешение на обучение. И потом они написали письмо, и начальник учебной части пошла к ректору подписывать, а ректор-композитор, наш выдающийся Глер Ахмадиев, он говорит, потом она, начальник учебной части, выходит с письмом, он не подписал, он сказал, что он старый. 25 лет, какой нулевой подготовительный курс, когда он ему старый, пускай едет домой к себе. И мне отдали обратно ходатайство. Я стою в коридоре, никогда не забуду, думаю, все. Главное, сказали, что я талантливый. Пойду домой, ансамбль наш, гитара там. И в это время проходит заведующий кафедрой композиции. А что стоите? Да, я говорю, вот ректор не подписал. Как не подписал? Ну куда письмо? Он заходит, и он, заведующий кафедрой, хлопотал и дал как бы импульс моему дальнейшему обучению. Ректор подписал, я с этой бумагой получил разрешение, поступил на нулевой курс. Мне было 25 лет. Нулевой курс. Это беспросветно. Я все бросил, работу, я хорошо зарабатывал, все бросил, приехал в Алматы, жить негде. Первое время я жил вообще, особенно когда сдавал экзамены, жить же негде. Я жил на вокзале, я помню хорошо, там общая комната, человек 30 поночевали, там рубль платишь, и ты ночуешь. Я вот помню, несколько ночей я провел вот на вокзале, потому что, хотелось учиться, думаю, ладно, раз говорят, что я способный, почему бы не попробовать. И вот так я стал студентом Алматинской консерватории, нулевой курс, и начал играть на рояле вот с того, чтобы освободить кисть руки. И это было очень трудное время, мне надо было осваивать инструменты, я на 19 лет опоздал. Представляете? Обычно 6 лет начинают учиться, обычно. А мне 25 лет, я на 19 лет опоздал от своих ровесников. И мне надо было их догонять, мне надо было осваивать инструмент. Я по 15-16 часов без передыха, без выходных, без праздников, я пахал, как папа Карло, чтобы освоить инструмент, вместе с ним освоить, потому что рояль – это инструмент композитора. Если ты хочешь писать серьезную музыку, ты должен овладеть этим инструментом, потому что здесь
вся оркестровая палитра. Поэтому мне обучение мое далось очень непросто, но зато я закончил 2 подкурса, поступил на 1-й курс. На 2-м курсе я получил как лучший студент консерватории Ленинскую стипендию. Потому что вот этот пощечина, который дал мой брат, вот я же пацан, видимо, я благодарен своему брату. Его нет уже в живых, но я помню его урок, хотя он, учитель был плохой, пальцы переставлял мне, пальцы не слушаются, но потом шлепнул. И вот этот, понимаете, вот у каждого человека, наверное, бывает какой-то период жизни, какое-то событие, которое потом ведет его всю его жизнь. И вот та маленькая пощечина, которую я получил, она ведет всю мою жизнь, она дает мне упертость, характер, трудолюбие, стремление. Брат помог вообще. Да, вот на самом деле я помню его урок. Если бы просто он повернулся и ушел, сказал, да, пошел ты. Может, нет. Но он, видит, что у меня не получается, он как шлепнет меня сюда, вот эту щеку, правой рукой. Я вместе с табуреткой упал. Было так обидно. Я плакал. Было больно. И в то же время во мне проснулось самолюбие. Вот, возможно, мое то достоинство мальчика, да, которого обидели. Да. И я тогда подумал, да я научусь лучше играть, чем ты. Не просто там обиделся и бросил гармошку. Нет, я сказал, я научусь играть лучше, чем ты. Я научился сам играть лучше его. Вот этот, я думаю, наверное, мне кажется, каждому надо помнить такие уроки жизни, которые могут на самом деле потом повлиять на все будущее. Потому что мне надо было осваивать инструменты. По 15-16 часов я сидел за инструменты. Какие выходные, какие каникулы. А как вы отдыхаете? Что вам помогает находить вдохновение? Ну, в первую очередь, конечно, это активный образ жизни. Потому что отдых, он должен быть активным. Я, например, очень люблю море. Вот мы каждый год приезжаем на море, проводим очень много времени, плаваем. И потом мы не просто как бы на море находимся, а мы имеем свой маршрут, который мы отплаваем. Это большая нагрузка для организма. Потом, конечно, я каждый год уже в течение, наверное, почти 40 лет я делаю каждое утро гимнастику. Традиционно, без этого такое ощущение, что мне очень хотелось пить, а я не пил, у меня была жажда. Поэтому для меня гимнастика это нечто такое вот, как потребность души, тела. И, несомненно, конечно, у меня есть мой талисман, который сопровождает меня всю мою жизнь, который дарит мне настроение. Это моя супруга. Вот, кстати, она здесь. Вот, она как бы является для меня всем. Она... Да нет, неудобно. Не, ну что, ты хоть поздоровайся. Доброе утро всем. Доброе утро. Я очень рада, Алга, Петербург, что вы любите Казахстан. Спасибо, Жанна. Это на самом деле, потому что, наверное, мужчина без женщины в полном смысле этого слова, наверное, не может быть мужчиной. Поэтому, если есть мужчина, обязательно есть женщина. Я благодарен своей супруге, что она, как бы сегодня, она является для меня всем. Она у меня и водитель здесь. Вот. Мы находимся на отдыхе, она у меня и водитель, она у меня и повар, она у меня и как бы человек, который полностью как дает мне возможность заниматься творчеством. Это, я считаю, для меня это великое благо, и я ей очень благодарен. Конечно, я ее очень люблю. И хотелось бы, чтобы особенно молодым парням, которые, наверное, вот будут смотреть, слушать, обязательно найдите свою половину, которая дополнит вас и сделает вас двоих неким цельным
организмом, который будет очень гармонично жить вместе. Музыка не имеет границ. Музыка как бы не просто она открывает сердца людей, но открывает границы. Я вам расскажу одну историю. Я был одним из сопредседателей подготовки Всемирного форума духовной культуры в Астане. И нужно было пригласить Михаила Горбачева. И мне устроили с ним встречу. Михаил Сергеевич Горбачев, вице-президент его, организовал встречу, приводит меня к нему в офис в Москве. Я зашел, мне сказали, у вас 5 минут. Он обычно даже, говорит, послов не принимает. У вас 5 минут ровно. Ну, мы зашли, и он меня представил вице-президенту, вот этот Мухамеджанов, он сенатор, он еще и композитор. Как, вы композитор? Я говорю, да. А вы мне можете сыграть? Горбачев мне говорит. Я говорю, конечно. Он говорит, идемте. А у него там огромный кабинет, огромный. Наверное, квадратов 100, наверное, огромный. И там в углу стоит белый рояль. Он говорит, идемте. Он со мной вместе прошел к роялю, сел рядом. Я сыграл одну мелодию, а этот вице-президент, я вижу, он мне показывает большой палец. И Горбачев говорит, ну, может, еще сыграете? Я вторую мелодию. И вот открылись шлюзы сердца Михаила Сергеевича. Мы с ним целый час беседовали. Какие там 5 минут? Он мне рассказывал о себе, ну, наверное, то, о чем мало кому вообще говорит. Он разоткровенничался, мы довольно долго говорили. И когда встреча наша заканчивалась, мы фотографировались, и он мне говорит, молодой человек, запишите номер моего карманного телефона. И дал мне номер своего сотового телефона. И я помню, когда уже ему исполнилось 80 лет, я позвонил, говорю, Михаил Сергеевич, это я. Ой, я, говорит, вас помню, конечно. Я говорю, я хочу поздравить вас с вашим юбилеем. И вот такая была история, когда музыка открывает не только границы, но и сердца людей. И вот, казалось бы, человек, который перевернул историю мирового масштаба, который обычно не имеет времени, даже вот только 5 минут, и вдруг он со мной целый час провел, и в конце еще мне отдал номер своего сотового телефона, потому что вот музыка, которую я сыграл, мелодии, они, наверное, дали возможность ему открыть свое сердце. Это удивительно. Вместе с чувством, ну, как бы, твоего осознания, кто ты такой, с достоинством возникает и, конечно, чувство ответственности. Когда мне президент нашей страны поручил возглавить театр Астана-Опера, конечно, я почувствовал колоссальную ответственность. Ответственность перед главой государства, перед культурой нашей, поскольку строилось потрясающее здание. Надо было его достраивать, доводить до кондиции, сделать его удобным для музыкантов. И, конечно, первое, что я сказал после назначения, когда меня президент назначил директором, я сказал, ну, что, если вы разрешите, я напишу концепцию развития театра. Чтобы театр становился на ноги, нужна концепция, каким он должен быть. До этого театр был у нас
театр оперы и балета имени Куляш-Байсеитовой. Он как бы уже существовал, он работал, по-моему, даже более 10 лет. Он не на пустом месте возникал, но мы создавали новый театр с новым названием «Астана опера», новые возможности. Я попросил разрешения написать концепцию. Президент говорит: хорошо. Я написал концепцию театра, изучив опыт работы лучших театров мира, начиная от Ла Скала, Парижская опера, Венская опера, Ковенгарден, все лучшие оперы мира, Метрополитен, как они работают, вообще, как строится их работа, какие коллективы. И на базе вот этих своих изучений, анализов я написал концепцию. Вот, президент поддержал концепцию, дал поручение правительству на основании моих предложений создать основу, фундамент этого театра. Есть такой артист Димаш. Могли бы вы его представить вот на сцене какого-то оперного театра в Европе, может быть, Астана опера, может быть, в Америке? Ну, вы знаете, я помню мою первую реакцию. Я когда был председателем жюри на Жасканате, когда услышал его голос, уникальный голос. Я помню, разговаривал с его родителями, и как раз я говорил, что у него есть полная вероятность того, чтобы стать певцом классического репертуара. Но на сегодня, я думаю, это ему и не надо, потому что он нашел как бы себя в музыке таким, как он сегодня является, нашел сегодня в мире своих поклонников. И мне кажется, ему это и не надо, потому что то, что он сегодня поет, это не просто поп-музыка. Он из поп-музыки делает высокую классику. Благодаря своему таланту. Это не просто произведение поп-музыки. Он каждое произведение делает фантастически высокого полета произведением, своего рода классическим произведением. Потому что я считаю, что и с течением времени на его произведения, которые он спел, будут изучать уже как своего рода не просто эстрадную музыку, а вот именно высокую классику в полном смысле этого слова. На самом деле, наверное, второго такого поющего человека, наверное, невозможно сравнить с ним. У него уникальные возможности, не только в его диапазоне, не только в его музыкальности, не только в его харизме, а вот его тембре, его тембр, ангельский тембр. Это так звучать может только ангел, который ниспослан свыше. Поэтому я воспринимаю его на самом деле очень по-особому. И поэтому считаю, что у него есть сверхзадача. Мне очень хотелось бы, чтобы он свою сверхзадачу сумел реализовать. Потому что он не просто должен завоевать там энное количество своих зрителей, людей, которые почитают его, а он должен именно своим голосом, своим исполнением, своим пониманием то, что окружает его, в какой-то степени изменить и людей, их отношение к жизни, вот, к их восприятию того, что сегодня происходит. Потому что сегодня очень много
грязи в культуре, в музыке, очень много пошлости, очень много поверхностного восприятия, когда непонятно, какие люди становятся там какими-то звездами, то есть, которые имеют там миллионы каких-то почитателей. Непонятно за что и непонятно. Мне кажется, вот именно он не способ для того, чтобы дать возможность людям понять, что такое красота, что такое прекрасно, что такое звучание музыки, настоящего звучания человеческого голоса. Вы знаете, Димаш – это феномен в настоящем смысле этого слова, потому что благодаря Димашу наша страна смогла открыть те горизонты, которые были невидимы, и дал возможность многим людям в мире заглянуть на нашу страну другим взглядом, на наш язык, на нашу историю, на нашу культуру. Разумеется, через Димаша как бы мы открыли, вот есть в свое время, как говорят же, прорубил окно в Европу. Мы посредством Димаша в какой-то степени мы открыли наши двери. Я считаю, что он на самом деле как бы является своего рода козырной картой нашей страны. И даже когда вот он сыграл мою мелодию детства на домбре и разместил, и благодаря его игре, моей мелодии, у меня появились почитатели моего канала, которые пишут: ой, огромное спасибо Димашу за то, что он открыл нам такого композитора, как Тулеген Мухамеджан. Вы представляете, я как бы своего рода уже маэстро, и вдруг меня люди открывают благодаря Димашу. Это, если так разобраться, это, конечно, с одной стороны, вроде он совсем молодой по сравнению со мной, но вдруг он дает возможность людям открыть новых людей, новые лица, новые таланты, которые есть в нашей стране. Это не только меня, многих. Он дает возможность открыть нашу страну и нашу культуру мировому сообществу. Но с другой стороны, я считаю, что, конечно, у него есть большая задача, которую, я считаю, она у него есть. И я, как человек культуры, который имеет немного больше опыта, чем он еще молодой, я понимаю, что у него есть планка, на которую он должен подняться. Есть лестница, по которой он должен подниматься до вершины своего творчества, и мне очень хотелось бы, чтобы это свершилось.
вас есть песня «Туганжер». Да, да. Помните, как Димаш исполнил ее, и какие у вас были ощущения после того, как вы... Честно говоря, песню «Туганжер» я написал давно. И потом я совершенно неожиданно, я в интернете вдруг вижу мою песню «Туганжер» с молодой, с юной певицей Жасмин, поет Димаш. Но, честно говоря, для меня это было вообще своего рода как бы открытие. Я вообще не знал, что он пел эту песню. И я когда послушал, я был, честно говоря, в шоке. Ну, замечательно поет, потрясающе поет. Я думаю, что каждому композитору, которому посчастливилось быть как бы автором произведения, которое поет Димаш, повезло очень сильно, потому что это дает возможность каждой мелодии, каждой песне звучать по-особому, интересно, талантливо, потому что у него есть очень большая музыкальность и музыкальная интуиция. Он умеет вот именно во время пения сделать то, что немыслимо, ну, непостижимо, ну как это можно быть? По-моему, у него вот это звучит само по себе, вот как будто он просто общается, разговаривает, и у него это просто звучит свободно, не натруженно, не нарепетировано. Вот именно просто вот так поет и все. Это удивительно. Я могу сказать, что, наверное, он современный Орфей. Вот говорят же, был Орфей когда-то, который мог своей игрой, своей там на лире совершать чудеса. Он своего рода наш современник Орфей, который может музыкой в какой-то степени повлиять на многие-многие события, которые происходят, на многих людей, которые есть в мире. И поэтому я считаю, что он больше, чем певец.
Я родился в Семипалатинской области, в Бескаргайском районе, и мой отец меня в детстве возил к нашим родственникам в Абайский район. Это место, где родился Абай, где жил, творил Абай. И я еще ребенком мало что я понимал, что это Абай, не Абай. Но я помню вот эти ночи, когда ты выходишь из юрты, мы ночевали в юртах на Джайляу. И вот эти сопки, вот эта темнота, которая окружает тебя, вот эти какие-то звездное небо, которое висит над тобой, они давали какое-то мировосприятие необычное, отлично от тех ночей, от тех дней, которые ты проживал у себя. И, наверное, вот это тогда отразилось в моем становлении. Это я сейчас осознаю, что это, наверное, тогда и я понял, что меня своего рода вот та природа, которая окружала меня в тот период, она и благословила меня на творчество. Уже позже, когда я узнал, уже будучи более взрослым, кто такой Абай, прочитал его произведения, был в первый раз на его мемориале, когда мы приехали. Я помню, прикоснувшись вот непосредственно к его образу, вот возле мемориала, я где-то, наверное, часа полтора приходил в себя, потому что на меня произвело колоссальное впечатление. Позже уже я написал цикл романсов на стихи Абая, потому что мне хотелось в своей музыке отразить его мысли, его чувства, его мировосприятие, его величие. И я написал цикл из 4 романсов, и буквально вот где-то месяца 2 назад меня исполнитель, наш замечательный певец Шахмардан Абилов, пригласил на концерт, где он исполнял мой цикл романсов в Астана-оперы. Честно говоря, я был сам в шоке от своей музыки. Думаю, когда я написал и как написал. Потому что, наверное, вот величие Абая, оно не могло не дать мне, вот как бы как композитор, подняться до его уровня, написать такую музыку. Наверное, я сейчас бы не смог, но в тот период, когда я писал, наверное, вот это ощущение близости к его творчеству, к силе его мыслей, потому что, как Абай, никто о нашем народе, о своем времени не писал. И его строки, которые он написал, это еще на заре 20 века, в конце 19 века, они настолько современны сегодня в отношении всего, что делается у нас в стране, среди народа. Это невероятно. Поэтому он и гений, что он смог отобразить, наверное, наиболее как бы и прекрасные болевые точки, которые есть в нашем народе. Мы на самом деле талантливый, потрясающий народ, но в нас есть то, что иногда мешает, может быть, нам быть теми, кем мы хотим. Сейчас Казахстан в тренде в самых разных областях, в том числе в музыке. Например, есть рэпер скриптонит Адиль, есть Иманбек, который завоевал Грэмми. А кого бы вы могли выделить из молодых казахов, на кого нам стоит сейчас обратить внимание? Вы знаете, я что хочу сказать. Вот на моей памяти, ведь казахи феноменальны были и до этого.
замечательный певец Алибек Гнишев, который просто в то время просто не было социальных сетей. Он был певцом, который покорил все, что можно было покорить. И я был директором театра, когда Союзконцерт говорил о том, что они очень хотели, очень хотели, чтобы Алибека везде показывать. Или вот та же Роза Рымбаева. Она совершила вообще сенсационный поворот в музыке, когда она выиграла «Золотой Орфей», «Сопот и все остальные конкурсы, гран-при. Это была феноменальность, эта песня «Алия», она взорвала тот период. И я могу приводить много таких примеров, поэтому они были и прежде. Просто не было социальных сетей, и не было вот этого бума, который сегодня есть. И поэтому то, что вот сейчас есть вот наши такие талантливые ребята, я просто горжусь ими. Вот мы здесь, в Турции, ездим на машине, включаем программу Power. Это такая популярная программа на радио. И в день где-то 4 или 5 раз, пока мы в машине, звучит «Имамбек! Имамбек!» И моя супруга, она нажимала, говорит: «Ой, это Имамбек!» И включаем мы на полную громкость эту музыку, просто потому что мы радуемся тому, что вот наш молодой человек, он сегодня известен, популярен. И в далекой Турции, где-то в машине мы едем, и звучит вот «Имамбек! Имамбек!» Это, вы знаете, это же на самом деле это удивительно, когда вот такой молодой парень, который 20 с небольшим, и вдруг добился такого колоссального успеха. И я считаю, что вот что он, что Димаш, они, если говорить простым языком, они поцелованы Богом. Иначе это невозможно. Это не просто там какое-то везение или там что-то там. Это не везение, это явление. Это настоящее явление. Это удивительно талантливый парень, который, не имея музыкального образования, который, не имея хорошей аппаратуры, создал то, что сегодня пленило весь мир. Там миллионы, сотни миллионов, миллиард прослушиваний, лайков. Когда весь мир танцевал под его хит, это и сегодня он создает. Мы как бы заинтересованно относимся к его творчеству, чтобы не останавливался, что он не шел еще вперед, потому что он тоже своего рода козырная карта нашей страны, нашего народа. И он такой еще обаятельный, он еще такой, честно говоря, очень симпатичный. Мне нравится последняя песня, он клип снял, сам снял там, где-то «Кавказскую пленницу», как бы всю жизнь повернул. Это, конечно, я как серьезный композитор, который имеет самое лучшее образование, я могу его не воспринимать, думаю, ой. Но с другой стороны, от этого ты не сможешь убежать, потому что это веяние времени. На самом деле он делает то, что сегодня нужно миллионам людей. Он делает это, и у него это очень хорошо получается. Он открыл свой стиль. В поп-музыке открыть свой стиль какому-то пацану, там в какой-то деревне, непонятно, когда там тысячи музыкантов, диджеев занимается, ищет, а этот пацан взял и... Это открытие. Он открыл новый стиль в музыке, в поп-музыке. Это нечто, это на самом деле немыслимо. Не просто там одно произведение, он открыл новый стиль. Почему с ним хотят работать все? Потому что это его стиль, он создал его. Кто-то может повторять, но это уже будет не его, а это будет Имамбека. Это удивительно. And the Grammy goes to Aymanbek Zekenov. Thanks my mom, thanks my dad, thanks my team. Ну-ка давай. Here you go, Grammy goes to. В чем же получается феномен успеха? Это трудолюбие, это может быть земля, в которой появляются эти люди. Может система Министерства культуры как-то выстроила? Вы знаете, в принципе, очень много талантливой молодежи. И надо отдать должное. Вот, наверное,
тому, что происходило в последнее время в нашей стране. Конечно, наверное, не все на 100% очень здорово, но в области культуры произошли кардинальные изменения. Мы совершили своего рода культурную революцию. У нас появилось множество коллективов. У нас в области культуры несколько учебных заведений самого высокого ранга. Вот была у нас одна консерватория, а сегодня у нас есть Академия музыки, которая стала университетом культуры, которая есть университет культуры Жургенева. То есть у нас несколько учебных заведений, где готовятся специалисты. У нас теперь Академия балета сейчас есть, учебное заведение, где начинают с маленьких лет и заканчивают окончанием высшего учебного заведения. Конечно, мы еще совершим революцию в области балета. Вы увидите еще наших, наверное, потрясающих артистов балета, они уже сегодня есть у нас. Поэтому то, что сегодня происходит, это, конечно, происходит благодаря той, наверное, культурной политике, которая все-таки есть в нашей стране. У нас очень много скрипачей. Мы в области скрипачей, благодаря Иману Мусхаджаевой, у нас сегодня вот был концерт 300 скрипачей. С 5 лет до 20 лет 300 скрипачей играют скрипичное произведение, колоссальное, очень профессионально, чисто, виртуозно. Вы можете себе представить? 300 скрипачей на сцене. Или садится у нас оркестр дамбристов. 2000 дамбристов играют одновременно, синхронно, 2000. Это просто у нас музыкальный бум. Музыку казахи всегда любили, любят и будут любить. И особенно чтить. Вот наши традиции народа, самые известные казахи это были певцы. Вот Бержансал, Нади. Это были певцы Естай. Это были номер один самые популярные люди в народе. Те, которые пели. Амрек Ашубаев, это вот на заре 20 века. Это удивительно. Поэтому я надеюсь, что самые супер-супер казахи появятся еще впереди. И они обязательно будут. Вот сейчас на Славянском базаре выиграла гран-при Рухия Байдыкенова. Вы знаете, я удивительно, как познакомился. Я сижу в жюри, Егиз Лебес, у нас программа такая телевизионная, и там, смотрю, двое бэк-вокал поют. Одна маленькая и вторая очень высокая. Во время перерыва вдруг вот эта высокая девушка начинает петь мою песню. Аспан, аспан, кандай аша. Ее пела Роза Рымбаева. Аспан, аспан, ашайдай ашы. Жұлдыз, жұлдыз, қандай қашы. И она начинает петь, я думаю, конечно, она хотела обратить внимание на себя, потом я уже к ней подошел, говорю, как? А рядом стояла девушка, оказывается, она закончила в Петербурге консерваторию как композитор. Она говорит, а вы знаете, она умеет свистеть. Я говорю, как она умеет свистеть? Я говорю, да, голосом свистит. И она вдруг вот это, Рухия, как свистнет голосом? Я был в шоке. У нее диапазон 5,5 октав. У Рухии. И вот она выиграла Славянский базар. И я уверен, что вот мы с ней разговаривали, я ей говорю, вот, ты должна, конечно, получить еще большую школу, да, потому что школа вокала, она никогда не заканчивается. Всю жизнь надо учиться. А потом, конечно, найти свою манеру, свой репертуар. Конечно, всегда нужна песня. Обязательно должна быть песня, которая откроет тебя, твои возможности, красоту твоего звучания, там, диапазон. Поэтому я считаю, что она может состояться как очередная наша звезда настоящая. Но я не говорю о Даниле Тулешева. У нас даже мы внучку назвали Данелией в ее честь, потому что она удивительно музыкальная. Мне кажется, что вот ее звезда, это, наверное, года 2-3 мы подождем, она еще подрастет. Замечательная. Она может стать звездой международного значения в полном смысле этого слова, потому что у нее все для этого есть. И красота внешняя, и голос, и у нее прекрасно английский,
И это тоже многое значит. Поэтому у нас много талантливых скрипачей, пианистов, композиторов, певцов. Поэтому я думаю, что самые яркие достижения еще впереди. И поэтому мне очень приятно, что у вас есть программа «Феномен Казахстана», потому что на самом деле у нас очень талантливый народ. Вот он настолько, иногда я думаю, я же вырос в деревне, я помню, вместе со мной росли пацаны, которые как пели, как они пели. Ну, судьбе не суждено было им состояться, но я помню, как они пели. Я тоже пел, но они пели лучше меня в разы. Я просто думаю, что если бы в свое время могли каким-то образом помочь им, поэтому наша задача стараться помочь им, выявить себя, показать себя. И у нас сегодня изумительный оперный театр, потрясающие коллективы, оркестры у нас, и не один. В советское время у нас был один симфонический оркестр, и второй был в Караганде, Шатка-Валка. А сейчас у нас сколько симфонических оркестров. В каждом областном центре есть симфонический оркестр. Это на самом деле за эти годы независимости, что мы сделали культурную революцию. Еще же, вы рассказывали, мне все хотелось добавить еще наш любимый Ержан Максим. Ну, Ержан, мы с ним общались, вместе летели и встретились в аэропорту. Он такой очень открытый, классный мальчик. Конечно, у него все еще впереди. Вы знаете, ведь голос – это самый нежные, самый тонкий инструмент, к которому надо относиться очень бережно. И потом в каком-то возрасте определенно происходят изменения физиологические. Мне, конечно, хочется, чтобы он очень хорошо пережил вот эти вот изменения, которые могут быть в голосе, потому что вы прекрасно знаете, был такой Робертино Лоретти, итальянский мальчик был, который пел «Ямайка» и был суперзвездой мирового масштаба. Потом уже приезжал, уже взрослым, пел у нас, как один из теноров, которых в Италии очень много. Поэтому мне хочется, чтобы Ержан нашел в себе, и педагог, который работает с ним, чтобы они нашли ту золотую середину, которая даст возможность Ержану по-настоящему раскрыться. Он очень талантливый, он очень музыкальный, он потрясающий, обаятельный мальчик, потрясающий. Он удивительно открытый. По-моему, мы с ним подписаны друг на друга в Инстаграме и передаем друг другу приветы. Но мне хочется, чтобы ему посчастливилось, именно в полном смысле этого слова, что он по-настоящему стал таким, каким он может быть. Потому что на самом деле сейчас он уже звезда, потому что его знают, его любят. Но надо, чтобы он именно состоялся, потому что это есть физиология, которую никто не отменял, чтобы он прошел блестяще этот отрезок времени. Потом у нас, если о феноменах говорить, у нас же был Ерик Курмангалиев.
Это звезда, которая была звездой в Москве. Я помню, мне очень хотелось, чтобы люди знали, что он казах. И вы знаете, что я сделал? Что? Я уговорил своего друга, тогда он был заместителем премьер-министра. Я говорю, ну, никто не знает, что он казах. Ну и Курмангалиев, может, татарин, может, еще кто-то. А в Москве он очень популярен. Он получил там все мыслимые и немыслимые награды в то время. Я говорю, надо, чтобы он знал, что он казах. И вот с моей подачи, с моей идеей уже потом президент поддержал. Он получил звание народного артиста Республики Казахстан. Мы дали ему народного звания, народного артиста Республики Казахстан, чтобы люди знали, что он народный артист Казахстана. Чтобы люди знали, потому что он на самом деле явление был. Талантливейший. Он феномен, у него феноменальный голос, таких голосов в мире всего 3-4 в тот период. Он был одним из них. Мы не музыканты, мы простые романтики, футболисты из Санкт-Петербурга. Но нас почему-то сильно цепляет казахская музыка. Я думаю, что так же, как и огромное количество людей по всему миру. В чем секрет казахской музыки? Какой-то, может быть, есть особый рецепт? Или как это работает? Можете объяснить? В первую очередь, это наша природа. Это наши бесконечные степи. Это наши, наверное, высочайшие в мире горы. Это наши озера, наши самые красивые места. Это, вот, например, Боровое. В Боровом небольшой район, там 80 озер и горы. Представляете? И поэтому наши самые потрясающие народные музыканты, певцы, они жили там, в этой окрестности, и не могли не отражать эту красоту. Ну а наши выдающиеся народные композиторы, такие как Курмангазы, Давлеткерей, они вот на нашем народном инструменте домбра творили потрясающие вещи, которые современные музыковеды сравнивают с произведениями Бетховена по мощности, по широте звучания, по величию. Курмангазы это на самом деле это просто гений из гениев. Поэтому это было заложено, наверное, благодаря природе, в кровь и плоть нашего народа. Поэтому я считаю, что наш народ один из самых певучих в мире. Нет казаха, который бы не пел. Каждый казах поет, и потом у всех необыкновенный широты диапазон. Это, видимо, тоже вкладывается. И, между прочим, как бы поющий казах – это казах, которого как бы особо ценят. И, например, если ехать по дороге в Боровое, то можно увидеть такие потрясающие скульптуры, памятники нашим ведущим народным певцам акынным. Это Біржан Сал, это Балуан Шолак. То есть это наши как бы корифеи, которых народ любит, помнит уже, их нет уже, больше века нет их, а народ помнит, чтит, потому что эти люди несли через песню людям радость жить, радость жизни, любви. То есть, ну как бы, не зря говорят, это песня – это душа народа. И, наверное, благодаря вот этим вот людям, которые прожили когда-то давно, мы можем ощутить себя такими, какие мы есть. Это, наверное, лучший свидетель истории нашего народа. И я считаю, что вот эти традиции народного пения, наших народных песен, они очень живут. И сегодня, например, мы, наверное, один из немногих народов, которые так высоко чтят свои народные музыкальные традиции.
конкуренция. С самых малых лет они постоянно друг с другом соревнуются. Потом лучших уже, получается, Конечно. государство подтягивает обучение. там, Конечно. вот какие-то международные программы, конкурсы отправляют. И то есть вот так вот это и работает. Конечно, я считаю, что в принципе сегодня вот, очень много уделяется развитию культуры. И вот надо отдать должное вот тому труду, который делают невидимые работники этого фронта. У нас бывает, зачастую люди критикуют, вот, мол, в свое время не усмотрели, в свое время не поддерживали, ну, всякое бывает. Но все равно этот процесс идет, он идет из глубины, не просто кто-то кем-то становится. Всегда есть поддержка, всегда есть понимание. Но самое главное для меня, как для человека культуры, не останавливаться на достигнутом. Вот ты чего-то достиг, есть какой-то уровень, значит, ты не должен останавливаться, надо идти дальше. Это вот как в педагогике есть, у Макаренко была вот перспективная лестница. То есть ты шагнул на одну лестницу, потом еще лестницу, выше, выше, выше. То есть этот процесс, он не должен останавливаться. Если ты остановился, ты начнешь деградировать. Это на самом деле, потому что даже имея великолепные, например, данные, если ты перестал развивать себя, как в спорте, да? Вот ты перестал тренироваться, ты был чемпионом мира, ты год не позанимался, вышел на ринг, а тебя попьет какой-нибудь мастер спорта простой, потому что у тебя уже нет той формы. Точно так же и в музыке. Ты должен быть постоянно в форме. Постоянно должен заниматься над собой. Это первое. И не останавливаться. Вот я создал что-то, это не значит, что я создал, и все, это вот это меня будет кормить, вот это будет мне. Нет. Значит, надо дальше двигаться, как бы тяжело ни было. Вот я, например, возьму себя, казалось бы, можно остановиться, да? Я написал столько много произведений, там, вот. Нет. Как только остановился, до свидания. Поэтому этот процесс он должен быть безостановочным. И, конечно, как бы всегда сравнивать себя с тем, что было очень высоко. Вот я помню, есть такая вот небольшая притча. Мальчик родился, ему 7, 8, 10 лет. Он говорит, я Моцарт. Вот я Моцарт. Исполняется ему 18 лет, он говорит, я не Моцарт. А в 30 лет он говорит, только Моцарт. Понимаете, да? Что вот именно вот это чувствовать себя, вот ты всегда должен соразмерять себя с тем великим, что было до тебя. Я это через себя пропустил. Когда я начал учиться в консерватории, у меня появилась первая песня, она стала звучать на радио, я выиграл там, стал одним из победителей республиканского конкурса, моя песня там, ее поет там известный певец, и у меня такое и мелодии мои, я так думаю, а потом думаю, боже мой, а ты кто? А ты кто? И Бетховен кто? Рахманинов. И ты начинаешь искать свое место. Ты понимаешь, что ты не Бетховен, ты не Моцарт. Но есть у тебя твое место, которое тебе определено, и дай Бог, что ты его занял. И чтобы это место было достойным тебя. Поэтому это на самом деле в музыке ведь очень сложный путь. Когда родители воспитывают музыканта, простого скрипача, они отдают его в 6 лет в музыкальную школу. И начинается это время, как он научился более-менее играть на скрипке, показывать своим родственникам. И он на всех засиделках играет. И все говорят, ой, какой он гений, гений. Ему в уши вливает. А потом он учится, заканчивает там, колледж, потом консерваторию, да. Но его карьера может кончиться артистом симфонического оркестра на втором пульте и до последнего. За последним пультом вторых скрипачей. Но его же воспитывали как?
Моцарта. Поэтому эта проблема есть, и проблема пережить это, пропустить это через себя, чтобы ты все равно был в душе Моцарта, хотя ты не Моцарт. Но чтобы это помогало тебе дальше двигаться, дальше творить, не останавливаться. Потому что у каждого человека в душе звучит его песня. Я уверен, что у каждого человека есть его мелодия. Она вместе с ним рождается, она вместе с ним появляется в этот мир. Единственное, кто-то может эту мелодию привнести в жизнь, отдать людям, а кто-то это не может, и оно остается не прозвучавшей мелодией этого человека. Поэтому вот я сказал эти слова, когда мы открывали гастроли Астана Опера в Нью-Йорке, как Карнеги-холл. Вот завтра открытие гастроли в Карнеги-холл, 3000 человек в зал, 3000 американцев, англоязычной аудитории. Я как директор театра открываю эти гастроли, я должен выйти на сцену, сказать что-то этой аудитории. Я думал, что я скажу им. И потом уже, когда я вышел на сцену, знаете, что сказал? Что? Бог, когда создавал народы, каждому народу дал свой язык. Сотни, тысячи языков. Но один язык оставил себе. Это язык музыки, который не нуждается в переводе, который исходит из души человека и входит в душу человека через звуки. И дает возможность людям понимать друг друга, просто общаясь через свою душу. То есть Бог оставил музыку себе. Поэтому и музыка — это язык Бога, и она есть в каждом человеке. Вот я так вот открыл гастроли, Иван. Я сказал, говорю, сегодня вот мы дарим вам нашу музыку. Оркестр, хор, солисты. И мы хотим через эти звуки войти в ваши сердца, чтобы вы поняли, кто мы такие и что мы хотим, во имя чего мы к вам приехали. И они очень хорошо принимали. Получается, что нужно, точнее, нельзя переставать мечтать? Да? Конечно, потому что музыка — это на самом деле это... Я, например, считаю, что я бесконечно счастливый человек, что я занимаюсь музыкой, и Бог мне дал возможность, как бы, пройдя через ряд испытаний, которые были в моей жизни, вернуться к музыке. Потому что она нескончаема, она... Всего, казалось бы, 7 нот, но она нет-нет и возникает в твоей душе, и появляется. Конечно, через труд. Потому что вот Бетховен сочинил 9-ю симфонию героическую, и там финал, ода радости. Там. Очень простая мелодия. Но чтобы написать эту мелодию, он около 50 раз переделывал вот эту простую мелодию, чтобы она пришла и стала такой, какая она есть. Это колоссальный труд. Это при том, что Бетховен был гениален. Это простая мелодия, проще некуда. Поэтому в музыке, вот, например, Майкл Джексон. Та-ра-рам. Помните, да? Та-ра-ра-да-да. Вот он поет эту песню, простая, но настолько она влезает в душу. Это, вы знаете, это феномен музыки.
Вот я прошел через испытания в музыке, я писал симфонии. У меня первая, вторая симфония, там такая сложная музыка, я использовал все навыки, всю композиторскую технику, которой я владел там. А потом пришел простым трезвучием к мажору, минору. Я понимаю, что эта музыка, она проще, да, она проще. Но с другой стороны, она дает возможность мне излагать себя, свои мысли. И, может быть, когда-то кому-то быть полезным. А над чем работаете сейчас? И где могут вот, зрители вас найти? Вы же не перестаете работать? Конечно, я не перестаю работать. Вот инструмент, который как бы дает возможность мне работать здесь, недалеко от морских просторов. Поэтому я продолжаю работать, я ищу себя. Наверное, человек всегда должен искать себя. Ищу свою какую-то, возможно, единственную мелодию, которую я должен написать, которую я еще не написал. Поэтому такая надежда у меня есть. Поэтому пытаюсь искать себя в звуках, в гармонии, в мелодии, в содержании музыки. Потому что музыка — это язык Бога. Я уже об этом говорил, поэтому чтобы реализовать себя в музыке, для этого надо общаться, наверное, иногда с чем-то необъяснимым, потому что вот я рассказывал, как мелодия детства появилась, как будто кто-то мне вложил ее. Есть замечательная книга, роман-опера Верди, где пишут, как писал Верди музыку, мелодии. Они приходили вместе с каким-то физическим ощущением звука. Появлялась мелодия, он плакал. И у меня не было таких случаев много. У меня тоже было, когда появлялась мелодия, я тоже плакал. И мне хочется, вот, может быть, еще раз испытать это ощущение, чтобы я написал мелодию, которая даст возможность мне испытать вот некое единение такое с миром, который меня окружает. Я почувствую себя очень счастливым, что она появилась, и, может, действительно, вместе со слезами на глазах я почувствую некое единение с музыкой, с любовью к жизни, с гармонией, которая существует в мире. Я считаю, что композитор — это как антенна своего рода, которая вбирает в себя те звуки, которые существуют в мире, во Вселенной. Он вбирает в себя, как антенна, потом передает людям, чтобы люди тоже слышали эту музыку. Музыку звезд, музыку космоса, музыку жизни, музыку природы, музыку вот деревьев, музыку моря. Потому что они витают в небе. И чем тоньше композитор чувствует это, тем тоньше он может передать это. Поэтому я надеюсь, что у меня еще моя антенна работает. Я смогу извлечь благодаря антенне те звуки, поймать их и передать людям. Ну, круто. Кажется, все. Это на самом деле мало кто может так сказать, что композитор — это антенна. Об этом пишут, вот особенно в роман-опера Верди, потрясающе написано, как вот Верди — это, наверное, самый потрясающий мелодист, который вообще был в музыке. И каждая музыка, которая появлялась, он
испытывал своего рода катарсис. У меня был, я же говорю, когда вот я написал песню, которую поют двое на английском языке, я написал мелодию, сыграл первый раз и плакал. Вышел, помню, в деревне, вышел туда на улицу, а возле нашего дома лежали вот эти, бревна, из которых потом делают дрова, сел на них и плакал, и был так счастлив. Мне казалось, что я обнял весь мир. Единственное, потом, через 8 лет я записал ее как песню. Она просто жила во мне. В течение долгого времени, сейчас с тех пор прошло сколько лет уже? 40 лет назад. Даже больше. 50 лет назад. И она живет, эта мелодия, она до сих пор живет, звучит. Но есть у вас чувство, что все-таки главная песня жизни еще не написана? В том-то и дело, что я хочу ее найти. Нет, как сказать, конечно, наверное, какие-то разочарования всегда будут. Конечно, я, возможно, не так воспринимаю мир остро, как воспринимал бы это, когда мне было там намного моложе. Но в то же время человек ждет надеждой. И пусть надежда будет у меня вечной. А вдруг я сотворю еще. И обниму мир своей музыкой, а потом мир меня обнимет тоже, потому что я написал это.